Обычно шумный международный аэропорт внезапно затих, когда на глазах у сотен свидетелей развернулся этот шокирующий момент. Главный вопрос по-прежнему терзает умы миллионов поклонников по всему миру, что заставило Чингука, золотого мальчика BTS, не сдержать слез, рыдая в объятиях Тэхёна посреди переполненного аэропорта? И почему Тэхён наконец решил высказаться по поводу этого события, мгновенно ставшего центром внимания всего мира? Это драматическое событие произошло за считанные секунды, но оставило неизгладимое впечатление, которое до сих пор широко обсуждается. Камеры с места событий запечатлели, как Чингук, обычно известный своей силой и улыбчивостью, внезапно потерял контроль над эмоциями. Он подбежал к Тэхёну и крепко обнял его, а по его лицу ручьем лились слезы. Что же именно вызвало эти слезы? Были ли это плохие новости, неизвестные широкой публике, или же это было связано с чем-то, скрытым от глаз всего мира? Все это время Тэхён, поначалу ошеломленный реакцией друга, пытался утешить Чингука. Его руки крепко обнимали его тело, предлагая утешение, которое, казалось, было единственным безопасным убежищем для Чингука в тот момент. Однако выражение лица самого Тэхёна было таким же растерянным. В его глазах была грусть, бремя, которое казалось слишком тяжелым, чтобы выразить словами. Почему эти два друга, которых всегда считали сильными, внезапно сломались перед всем миром? Какую большую тайну они хранили? Источники, близкие к ним, утверждали, что это не был случайный, спонтанный момент без причины. Что-то произошло до их вылета в аэропорту, новости или инцидент, который потряс эмоции Чингука до такой степени, что он больше не мог притворяться сильным. Однако никто не хотел или не был достаточно смел, чтобы сообщить четкие подробности. Фанаты, присутствовавшие на месте происшествия, утверждали, что почувствовали другую атмосферу. Тяжелая, напряженная аура наполнила всю зону вылета. Социальные сети тут же взорвались. Видео, загруженные фанатами, быстро распространились, вызвав тысячи спекуляций. Некоторые подозревали, что Чингук только что получил душераздирающую новость о своей семье. Другие предположили, что это связано с огромным давлением, с которым он сталкивается в блеске и гламуре индустрии развлечений. Многие связывали этот момент с близостью Чингука и Тэхёна, которая, по слухам, была больше, чем просто дружбой. Однако были ли причины слез действительно личными, или за кулисами скрывалось нечто гораздо более серьезное? В течение нескольких часов после инцидента публика ждала объяснений от обоих мужчин. Но царила тишина, пока Тэхён наконец не заговорил. В коротком интервью вне своего официального графика он сделал заявление, которое лишь подогрело любопытство. С серьезным лицом и дрожащим голосом Тэхён сказал: «То, что произошло в аэропорту, было очень личным моментом. Я просто хотел, чтобы Чингук знал, что я рядом с ним, чтобы он не чувствовал. И у всех нас есть бремя, которое мир не всегда может увидеть». Вместо того, чтобы успокоить любопытство публики, это заявление лишь подогрело еще большие вопросы. Что это было за бремя? Что могло заставить Чингука, айдола с миллионами поклонников и неувядающей улыбкой, сломаться в объятиях лучшего друга? Фанаты, которые знали их, знали, что Чингук редко показывал эмоции на публике. Он был известен тем, что скрывал свою боль, чтобы сохранить сильный образ перед миром. Тот факт, что он не смог сдержать слез в этот раз, говорил о том, что случившееся было действительно тяжелым, возможно, чем-то давно погребенным. Тэхён, единственный человек, на которого он мог положиться в то время, казался чрезвычайно заботливым, скрывая рану, слишком глубокую, чтобы показывать ее миру. Домыслы разрослись, когда новость об этом распространилась до прибытия в аэропорт. Чингук получил важный телефонный звонок, который резко изменил его выражение лица. Очевидцы рассказали, что за несколько минут до инцидента Чингук закончил разговор дрожащими руками, его глаза сверкали, и затем быстро пошел искать Тэхёна. Получил ли он плохие новости? Или звонок был о проблеме, которая преследовала его долгое время? По сей день эта загадка остается неразгаданной. Одно можно сказать наверняка: этот момент раскрыл редко проявляемую сторону человечности Чингука.
Несмотря на статус мировой суперзвезды, он все еще оставался молодым человеком, который мог чувствовать себя уязвимым, обиженным и нуждался в жилетке, в которую можно поплакаться. Тэхён был рядом не просто как участник группы, но и как человек, который по-настоящему понимал и принимал Чингука в худшие моменты. Теперь все взгляды устремлены на них. Объяснят ли они, что произошло на самом деле? Узнают ли армия и весь мир причину слез, разбивших миллионы сердец? Или эта тайна останется тайной, известной только им двоим? Связанные такой глубокой дружбой, одно неоспоримо. Инцидент в аэропорту оставил большой вопросительный знак, который нелегко стереть. Момент, который показывает, что даже на пике успеха боль и разбитое сердце могут прийти неожиданно. Посреди всех домыслов одна фраза Тэхёна продолжает звучать в умах поклонников: «У всех нас есть бремя, которое мир не всегда может увидеть». Главный вопрос сейчас в том, какое бремя заставило Чингука так сильно плакать в объятиях Тэхёна, и готов ли мир услышать правду, если она когда-нибудь откроется. После нескольких дней мирового возмущения из-за вирусной истории о том, как Чингук якобы сильно плакал в объятиях Тэхёна в аэропорту, наконец-то пришло долгожданное разъяснение. Раскрытая правда шокировала многих. Некоторые даже выразили возмущение тем, что эта история оказалась совершенно ложной. Все эти домыслы заполонили социальные сети, подпитывая теории и обвинения. Это просто результат крупного недоразумения, преувеличенного ложными историями и вводящими в заблуждение кадрами. Агентство BTS, HYBE Labels, опубликовало официальное заявление, чтобы прояснить ситуацию. По их словам, то, что люди увидели на вирусном видео, было не рыданием Чингука в объятиях Тэхёна из-за серьезной проблемы. Скорее, это было спонтанное взаимодействие, которое было неверно истолковано публикой. В то время Чингук и Тэхён были в аэропорту перед отъездом на мероприятие за границу, и Чингук подошел к Тэхёну, чтобы обнять его, однако не было истеричного плача или эмоционального срыва, как сообщалось. HYBE объяснила, что момент, запечатленный камерой фаната, произошел после того, как Чингук услышал шутливый комментарий от стоящего рядом сотрудника. Он в шутку закрыл лицо и обнял Тэхёна, но кадры с определенного ракурса создавали впечатление, будто он плачет. Видео, распространяемое в интернете, было снято с большого расстояния и было низкого качества. Повествование, построенное вокруг него, не отражало реальность. HYBE уточнил, что никакого печального события не было, никаких плохих новостей и что за этим моментом не было никакой драматической причины. Тэхён также добавил разъяснение через платформу фан-сообщества, заявил, что они с Чингуком просто шутили, и что объятия были всего лишь жестом привязанности, а не эмоциональным срывом, как изображают СМИ. В своем сообщении Тэхён даже написал: «Я видел новости и не мог сдержать смеха». С Чингуком все в порядке, беспокоиться ни о чем, иногда камера ловит момент и искажает его. Не верьте всему, что видите, не услышав этого напрямую от нас. Это заявление принесло облегчение миллионам встревоженных фанатов, однако оно также вызвало гнев в отношении СМИ, которые распространяют ложную информацию и подпитывают беспочвенные домыслы. Многие армии выразили разочарование в СМИ за преувеличение непроверенного контента. Некоторые напомнили всем, что следует уважать частную жизнь и эмоциональное благополучие участников BTS. Подобные слухи только добавляют им ненужного психологического напряжения. Этот инцидент служит важным уроком не только для СМИ, которые безответственно распространяют новости без проверки, но и для общественности и фанатов, которых легко увлечь эмоциональными повествованиями без доказательств. Простой момент между двумя близкими друзьями превратился в глобальный слух, вызвавший всеобщее недоразумение. Многие фан-форумы обсуждали, как можно нарезать короткие, некачественные видеоклипы, снабдить их драматическими и эмоциональными подписями и как их можно нарезать. Затем миллионы людей поверили в нее без подтверждения. С раскрытием правды теперь ясно, что история о том, как Чингук сильно плакал на руках у Тэхёна в аэропорту, ложно, чистое недоразумение. Не было никакого драматического инцидента, никакой скрытой трагедии, и не было тяжелого бремени, которое сокрушило Чингука на публике. Все началось с вводящего заблуждения ракурса камеры, преувеличенных предположений и безрассудное распространение слухов. Однако это показывает,
как быстро информация может превратиться в сенсационную новость, которая затрагивает миллионы. Чингук и Тэхён надеются, что это послужит им напоминанием о том, что не все, что снято на камеру, правда, и не все новости, которые кажутся драматичными, реальны. Теперь, после прояснения ситуации, Чингук, как сообщается, в порядке и готовится к предстоящим мероприятиям BTS, у него нет серьезных личных проблем, нет никаких скрытых проблем, как предполагалось, и его связь с Тэхёном остается такой же крепкой, как и прежде. Грустно только то, как этот слух заставил миллионы поклонников плакать и переживать без всякой видимой причины. В заключение, новость о том, что Чингук громко плакал на руках у Тэхёна в аэропорту, ложь, это взрывоопасное недоразумение, реальность сильно отличается от распространяемой драматичной истории. Этот инцидент служит суровым напоминанием о том, что мир развлечений не свободен от слухов, домыслов и преувеличенных медиаподстав. Для фанатов это ценный урок. Всегда ждите официального подтверждения, прежде чем верить или делиться непроверенной информацией. Весь этот эпизод оставил свой след не только в фандоме, но и в том, как быстро дезинформация может сформировать мировое обсуждение. В течение нескольких дней инцидент в аэропорту с участием Чингука и Тэхёна доминировал в заголовках, трендовых темах и лентах социальных сетей по всему миру. Миллионы были эмоционально затронуты, некоторые даже проливали слезы, полагая, что их кумир переживает невыносимую борьбу. Однако, в конечном счете, правда оказалась гораздо менее драматичной, чем это представлялось в вирусной истории. Эта ситуация подчеркивает более серьезную проблему в сегодняшнюю быстро меняющуюся цифровую эпоху, опасную силу спекуляции и то, как быстро они могут распространяться без фактов. Зернистое видео, несколько вводящих в заблуждение подписей и эмоциональное повествование были всем, что потребовалось, чтобы убедить миллионы, что Чингук безудержно плакал на публике. Это не только урок для фанатов, это также предупреждение СМИ, которые спешат раздувать сенсационные новости без надлежащей проверки. Разъяснения HYBE и собственные слова Тэхёна теперь прояснили ситуацию. Чингук никогда не испытывал бедствия, не было никакого душераздирающего инцидента, и момент в аэропорту был не более чем дружеской привязанностью двух друзей. Тем не менее, ущерб, нанесенный фейковыми новостями, нельзя игнорировать. Многие фанаты признались, что не могли спать и плакали, и были глубоко обеспокоены тем, что, по их мнению, было настоящей болью Чингука. Когда слухи наконец утихли, армии по всему миру призвали к более ответственному освещению событий. И напомнили друг другу о необходимости проверять источники, прежде чем верить вирусным постам или делиться ими. Этот инцидент должен послужить суровым напоминанием о том, что не все, что становится вирусным, отражает правду. Даже самое маленькое недоразумение может перерасти в глобальный хаос, если подпитывается заголовками-кликбейтами. Сейчас фанаты могут вздохнуть с облегчением, зная, что с Чингуком все в порядке. Тэхин продолжает поддерживать его как друг, который всегда готов поддержать, и правда наконец заменила вымысел, который когда-то разбил сердце миллионов.